Новая фаза конфликта на Украине запустила глобальную перестройку во всех сферах. На наших глазах происходят тектонические сдвиги в политике, экономике, общественных и информационных процессах. Вводя санкции и обрубая контакты, Запад не столько наносит урон российской экономике, сколько заставляет ее быть суверенной. Начиная с развала СССР, России была отведена роль сырьевого придатка и финансовой периферии Европы и США. От нас на Запад шли природные ресурсы. Обратно уже готовые товары, которые мы покупали на деньги, вырученные от продажи наших богатств. Добавленная стоимость оставалась на Западе, а мы, по сути, как туземцы, меняли национальное богатство на стеклянные бусы, которые сегодня превратились в гаджеты и автомобили. Это касается и эмиссии нашей национальной валюты рубля. Выполняя требования международных финансовых организаций, российский Центробанк выпускал исключительно то количество рублей, на которое мы поставляли сырья за рубеж. Такое положение вещей приводит к дисбалансу в стране с самыми богатыми природными ресурсами и талантливым населением с высоким уровнем образования. Отстроить заново лучше обещала нам нечто под названием «право на справедливость окружающей среды». Это потребует амнистировать миллионы нелегалов. Ведь еще в прошлом году наша экономика, казалось бы, могла себе позволить содержать всех людей планеты. Бесплатное здравоохранение Гондурасу. Байден требовал бесплатных солнечных панелей для всех и оплаченные вашими налогами ясельки для всех родителей США и так далее. Отстроить заново лучше — это что-то вроде неолиберальной версии летающих автомобилей. Мечтательный список рождественских подарков, который на тот момент казался почти достижимым. Сказки кончились. Никто уже не говорит о летающих машинах. Вот что Байден говорил вчера. Что касается нехватки продовольствия, да, мы говорили о нехватках продуктов, и нехватка будет иметь место. Цену санкций придется платить не только России. Платить придется и другим странам, в том числе европейским, и нашей стране также. И так как обе страны, Россия и Украина, являлись житницами Европы в отношении пшеницы, например, нехватка продовольствия будет иметь место. Если вы слушаете невнимательно, я повторю, еды не будет хватать. Ни в Судане, в Цинциннати, в Рино, в Спокане, в Норфолке и, разумеется, в крупных городах тоже. Никто из рожденных в США граждан понятия не имеет, что такое перебои с продовольствием. Мы страдали от обжорства, от переизбытка, теперь мы будем голодать. Президент вам об этом говорит, на телекамеру. И что это значит? Как перебои с продовольствием скажутся на нашей стране? Просто зайдите в интернет и сами почитайте. Исторические хроники вам все разъяснят. Нехватка еды — это не отказ от десерта. Это не диета, это не принятое вами решение. Это другое, это будет страшнее. Это то, из-за чего свергают правительство. Граждане превращаются в мятежников. Нехватка продовольствия — это катастрофа, вам это не понравится. Но мы с вами это получили всего за год его президентства. А что дальше? Откройте календарь, нам осталось еще 1032 дня. Столько Байден будет на посту. До чего мы докатимся тогда? На ум приходят только антиутопии. Но Белый дом, кажется, не знает или не обращает на это внимания. Вот секретарь казначейства Дженнет Йеллен сегодня говорит вам, чтобы вы перестали ныть из-за высоких цен на бензин, потому что на самом деле они пока не такие уж высокие. Как высоко могут подняться цены на бензин? Об этом можно судить с разной степенью уверенности. На данный момент они не настолько высоки. Если сравнивать за последние 100 лет, и это нормально, что они могут подняться. Да. Подумаешь, какая важность. Уймитесь уже. И на все есть причина. Байден сказал, что бензин подорожал, так как мы сокрушили Россию санкциями, а санкции против России — это всегда благое дело, поэтому наслаждайтесь тем, что вы воины света, закройте рот и живите в нищете. Для кого-то, особенно для тех, кто не водит машину, это может показаться приемлемым. Но другие в лучшем случае скажут: ладно, я не против санкций, в принципе. Но так как Путин явно не стал жить хуже, а моя жена и дети стали, то какой в санкциях смысл? Скажите мне, вдруг мне полегчает?
Мы с женой зарабатываем 4000 евро на двоих каждый месяц. До того, как я оплачиваю счета и кредит за дом, у меня не остается ничего. Ничего. И я не один оказываюсь в подобной ситуации. У меня много коллег и друзей, которые оказываются в такой же ситуации. У меня нет для вас какого-то магического решения, это правда. Относительно цен на бензин и газ никакого магического решения нет. Мы их не производим. И что нам надо в таком случае делать? Мы вынуждены покупать по более высоким ценам. Именно поэтому сейчас в Европе идет борьба. Это немного тяжело объяснить, но это необходимо, чтобы снизить нашу зависимость от России и в будущем иметь более низкие цены. У меня была зарплата, которая мне позволяла жить достойно. Я мог откладывать с зарплаты деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня я стал нищим служащим. Я работаю, чтобы оплатить счета, аренду жилья, и в конце у меня не остается ничего. Ничего, чтобы жить нормально. Я вам скажу честно, у меня есть дети. Недавно им исполнилось 15, и мы даже не смогли отпраздновать их день рождения, потому что вынуждены считать каждую копейку. Я понимаю, что государство не может делать все, но сегодня цены просто катастрофические. Как можно заправить топливом бак, если это стоит 140 евро? 140 евро, это ужасно. И ответ «да, Америка». В санкциях есть смысл. Санкции должны удержать Россию от действий против Украины. В этом смысл, ведь госсекретарь Тони Блинкен заявил на CNN, санкции призваны в первую очередь удержать Россию от войны. А потом Джен Псаки заявила, наше намерение получить эффект устрашения. Камала Харрис согласилась, заявив, устрашающий эффект санкций до сих пор имеет смысл. Итак, санкции работают, хотя они и не работают, ведь российские войска сейчас на Украине. А у меня конфетки есть. Что такие эти самые? Ребят, будете конфеты? Да, что-то нормальная конфета. Я пропускаю.
Санкции провалились. И как нам это объясняют? Они решили, если облажался, надо делать то, что мы умеем делать. Байден просто притворился, что он никогда не говорил, что санкции должны удержать Россию от действий в отношении Украины. У него теперь что-то новенькое. Давайте проясним. Если вы освещали мои заявления, я не говорил, что санкции устрашат Путина. Санкции никогда не устрашают. Вы почему-то это повторяете. Санкции никогда не устрашают. Суть санкций — усилить боль. И поэтому я потребовал встречи глав НАТО, чтобы убедиться, что спустя месяц мы до сих пор продолжаем. Не месяц еще, но и через месяц, и весь текущий год. Вот как мы его остановим. Что он вообще наплел? Санкции не устрашают, почему вы это мне повторяете? Да потому что ты все время это повторял. Твой пресс-секретарь, твой вице-президент, твой госсекретарь, все говорили это слово в слово. Но теперь они все отрицают. Надеюсь, что наша с вами память деградировала из-за айфонов, и мы ничего не помним, так же, как сам Джо Байден. Теперь они нам заявляют, что санкции смогут вынудить Путина убрать войска с Украины. Что, правда? Мы обратим русских в бегство санкциями? Искренне надеемся, что это правда. Но нет никаких доводов в пользу этого. Этого просто не произойдет. Даже Джо Байден не утверждает, что это произойдет. Опять, какой смысл? Мы уже не уверены. Это сюжет для новой передачи. А сейчас мы поговорим о том, что эти санкции совершенно очевидно наносят ущерб нашей стране. Рейтер пишет, западные санкции против России, ключевого экспортера поташа, нитратов, карбамида и других удобрений, нарушили их поставки по всему свету. Удобрения, необходимые для высоких урожаев кукурузы, пшеницы и риса. Сельское хозяйство в затруднении. Следили за мыслью? Эти удобрения необходимы, чтобы у вас на столе была еда по доступной вам цене. Если удобрений не будет, к чему это приведет? Нехватка продовольствия, что является прямым результатом политики, целей которой мы с вами так и не выяснили. Власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции. Удобрения включили в список товаров первой необходимости, пишет 31 марта «Коммерсант». Издание ссылается на новую генеральную лицензию, опубликованную 24 марта Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Из документа следует, что минеральные удобрения внесены в список жизненно необходимых продуктов, как и сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия. Отмечается, что выданная лицензия разрешает проводить с товарами из списка любые торговые операции. Предположительно, США решили обезопасить себя от нехватки удобрений из-за дефицита, который начинается в мире на фоне нарушения поставок из России. С 1 марта транспортировку российских грузов прекратил ряд крупнейших морских контейнерных перевозчиков. В целом поставки идут, в них задействованы более мелкие суда из стран, которые не вводили против России санкции. Сегодня у России появился исторический шанс стать по-настоящему независимой страной и полюсом силы в формирующемся многополярном мире. Сегодня, когда многие западные компании пытаются наказать Россию за проведение суверенной политики и уходят с ее рынка, самое время нанести ответный удар, национализировать активы тех, кто таким образом пытается навязать нам свою волю. Volkswagen сворачивает производство. Восстановив разрушенные логистические цепочки, мы сможем выпускать на их заводах в Калужской области собственные машины под брендом «Народомобиль». Уходит Бургер Кинг? С катертью дорога. Сеть «Царь Котлета» заменит вас уже в самое ближайшее время. И так практически в каждой отрасли. Запад перестал быть монополистом в вопросе технологий и ресурсов, а многие игроки, как из России, так и из стран, не вводивших санкции против нашего государства, будут рады заполнить образовавшиеся ниши. Безусловно, макропроекты по суверенизации экономики потребуют серьезных финансовых вливаний. На данный момент практически нет сферы, которая не была бы зависимой в той или иной степени. Но деньги на это есть. Из-за излишней самоуверенности нашего финансово-экономического руководства Запад арестовал, а по сути украл у нас более $300 миллиардов,
хранившихся в валютных резервах. Это значит, что мы можем просто обменять эту валюту на рубли и считать, что продали ее тем, кто ее украл, выпустить деньги и начать инвестировать их в развитие экономики, строительство новых дорог, энергетической инфраструктуры, высокотехнологичного производства. Если тратить деньги таким образом, а не просто раздать их населению, нас не ожидает серьезный рост инфляции. А вот рост реального сектора будет колоссальный. И главное, это будет наше, а не чужое производство. Чем мы хуже США и Китая, которые живут так уже очень давно? Такой шанс появляется раз в столетие, и мы не имеем права его упустить.